Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. В бескрайних просторах Вселенной существует множество теорий о ее устройстве. Одна из самых интригующих заключает в себе гипотезу о том, что мы живем внутри черной дыры. Эта идея на первый взгляд может показаться абсурдной, но ее ценность в том, что она ставит перед нами новые вопросы о природе нашей Вселенной. Параллельно с этой гипотезой возникают концепции новой темной материи и сферы Дайсона, которые могут раскрыть еще больше тайн космоса. Черные дыры всегда были объектами живого интереса астрономов. Горизонт событий черной дыры воспринимается как барьер, за которым законов физики не существует. Это можно сравнить с горизонтом наблюдаемой Вселенной, границей, за которой мы не можем видеть, что происходит. Ученые начинают смотреть на сингулярность, точку, где гравитация становится бесконечной, как на возможный источник новых вселенных. Радиус Шварцшильда, определяющий границу черной дыры, также оказывается ключевым понятием в этой парадигме. Растут и споры о том, возможен ли переход в другую вселенную через эту сингулярность. Некоторые физики даже предполагали, что наша Вселенная могла возникнуть в результате выпрыска из другой черной дыры. Современная космология описывает Вселенную как равномерную и изотропную. Но что если она вращается? Идея о вращающейся Вселенной вызывает много вопросов и может быть тесно связана с гипотезой о существовании Вселенной внутри черной дыры. Поиск спиральных галактик представляет собой проверку этого явления, направляя усилия на изучение их направлений вращения и возможностей, которые они предоставляют в контексте общей теории относительности. Исследуя направление вращения спиральных галактик, ученые делают вывод, что 2/3 из них вращаются в одну сторону, тогда как 1/3 – в противоположную. Эти отклонения могут указывать на то, что вся Вселенная подвержена вращению. Используя данные телескопа Джеймс Уэбб, астрономы могут глубже проанализировать структуру этих галактик и понять, как их вращение соотносится с глобальной космологической моделью. Возможно даже гипотеза о том, что движение галактик зависит от их взаимного гравитационного воздействия, что добавляет сложности в наше понимание космической динамики. На текущий момент стоит рассмотреть, какое влияние на восприятие направления вращения галактик может оказать наша собственная галактика – Млечный Путь. Есть необходимость пересмотра существующих теорий о структуре Вселенной или их перекалибровки, чтобы учитывать новые данные о вращении Вселенной. Астрономы работают над созданием более точных моделей движения не только галактик, но и индивидуальных звезд внутри них. Это требует применения мощных вычислительных методов и симуляций, учитывающих сложные гравитационные взаимодействия. В астрономии всегда есть пространство для открытий. Недавно было сделано сенсационное открытие – 128 новых спутников Сатурна. Эти небольшие объекты со своими характерными орбитами, многие из которых являются ретроградными, сами представляют интерес для ученых. Их исследование может привести к новым пониманиям о формировании планетных систем. Например, ученые задаются вопросом, могут ли некоторые из них быть потенциальными кандидатами на обитаемость в далеком будущем, или могут содержать воду в своем составе, что является важной деталью для существования жизни. Телескоп Джеймс Уэбб продемонстрировал свои уникальные возможности, предоставив детальные инфракрасные изображения системы HR8799. Каждая экзопланета в этой системе демонстрирует различные характеристики излучения, что может дать подсказки о составе их атмосферы и потенциальных условиях для жизни. Изучение экзопланет стало одной из наиболее актуальных тем в астрономии, так как оно открывает новые горизонты в поиске жизни за пределами нашей планеты. Лишь в 6 световых годах от нас находится звезда Бернарда. На ее орбитах обнаружены 4 каменистые землеподобные планеты. Хотя климат на этих планетах, вероятно, слишком жаркий для жизни, некоторые все-таки находятся в пределах обитаемой зоны. Открытие самой маленькой карликовой галактики, спутника Андромеды, ставит астрономов перед новыми вопросами о формировании галактик и их эволюции во времени. Это открытие также поднимает вопрос о том, как взаимодействие между галактиками может влиять на условия для жизни. Однако не только исследование далеких звезд и планет волнует умы ученых, изменение климата на Земле может значительно повлиять на окружающий нас космос.
Ухудшение верхних слоев атмосферы может усугубить проблему космического мусора. Спутники сталкиваются с частицами атмосферы, что ведет к снижению их орбит. Прогнозируется, что к концу века безопасность на низкой орбите значительно уменьшится. Учитывая растущее количество спутников, важно разрабатывать стратегии не только для их запуска, но и для безопасного удаления из орбиты. Недавние наблюдения центральной молекулярной зоны галактики выявили аномалию – излишнюю ионизацию газа, превышающую ожидаемую. Традиционные источники энергии, такие как космические лучи, не могут объяснить этот феномен. Ученые начинают разрабатывать гипотезу о роли темной материи в процессе ионизации этого газа. Эти наблюдения могут быть ключом к пониманию не только того, как наше космическое окружение функционирует, но и того, каким образом темная материя влияет на структуру и динамику всей галактики. В связи с этим предложены новые кандидатные частицы на роль темной материи, которые могут взаимодействовать друг с другом и аннигилировать. Продукты аннигиляции таких взаимодействий могли бы ионизировать межзвездный газ, что также может помочь объяснить аномалию в центре нашей галактики. Ученые работают над созданием модели, которая бы объясняла все наблюдаемые явления и могла предсказывать новые результаты. Другой аспект исследований включает попытки найти внеземной разум. Астрономы начали отправлять сигналы в космос с 1974 года, начиная с сигнала Аресибо. Эти послания делаются вслепую, без уверенности, что они будут получены другой разумной цивилизацией. Каждый сигнал – это надежда на встречу с высокоразумным существом, подобным нам. Эта целеустремленная инициатива ведется в рамках проекта «Сети», который уже на протяжении десятилетий пытается перехватить потенциальные сигналы от других цивилизаций. Недавние исследования также затрагивают концепцию сфер Дайсона, гипотетических мегаструктур, которые могли бы служить индикаторами техносигнатур. Согласно одной из статей, колеса из сферы Дайсона могут создавать сигналы, которые астрономы смогут другим образом зафиксировать, например, в виде падения яркости звезды или излишнего инфракрасного излучения. Эти мегаструктуры могли бы показывать уровень технологической продвинутости цивилизаций, способных их создать. Но постройка таких сфер не так проста, как кажется. Фриман Дайсон, предложивший эту концепцию в 1960 году, отметил, что цельные сферы, окружающие звезду, могут быть нестабильны под действием гравитации. Построить их – это лишь половина задачи. Необходима забота о сохранении целостности конструкции после завершения строительства. Изучение процесса и возможных методов строительства таких структур вызывает в научном сообществе оживленные дебаты. Гравитационная нестабильность волнует не только ученых, но и инженеров, мечтающих создать такие структуры. Примером может служить нестабильность колец Сатурна, состоящих из миллиардов ледяных фрагментов. Подобные проблемы возникают и в других системах, где взаимодействие между телами может нарушать баланс. В этом контексте ученым предстоит разработать решения, позволяющие минимизировать риски, связанные с гравитацией, чтобы добиться успешной постройки. Все эти идеи и открытия показывают, насколько сложна и многогранна наша Вселенная. Гипотезы о черных дырах, вращении галактик, темной материи и поиске внеземных цивилизаций открывают новые горизонты для науки. Каждый новый результат исследований вдохновляет ученых, позволяя нам взглянуть на космос с еще большей надеждой и интересом. Ведя поиски ответов на вопросы о нашем месте во всем этом, мы приближаемся к пониманию тайны существования. И, возможно, когда-нибудь сможем взглянуть за горизонты известного нам мира. Это увлекательное путешествие, полное неожиданных кожитых открытий, станет приводом для концертированной работы ученых и энтузиастов по всему миру, создавая объединенные усилия в функции о том, что впереди у человечества в изучении самых глубоких загадок космоса.